Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Мы находимся под влиянием чувства глубокого удивления, испытанного нами при посещении русского павильона. Уже к 2013 году в районе Юзовки, где не было ничего, 1200 угольных шахт. К вопросу о том, надо ли бояться западного капитала. Вообще первый теплоход, как считается, тоже появился у нас на реке. Много мы, на самом деле, гран-при получили. Эйфелева башня получила гран-при у французов. У нас получил гран-при Красноярский мост через Енисей. Недавно там был, мне губернатор говорит, у нас появился первый в стране трамвай. Дьявол, как мы понимаем с вами, всегда кроется в этих деталях. Так что вы не только потратите 2 часа, узнавая что-то новое, но это время вы потратили точно на доброе дело, за что вам отдельно спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Кто первый раз в Третьяковской галерее? Вот. Как много людей сюда пришло впервые. Это замечательный совершенно проект строительства многофункциональных культурных центров. Такого проекта нигде в мире нету. Одновременно во Владивостоке, Калининграде, по краям нашей необъятной державы, в Севастополе и в Кемерово строятся 4 гигантских культурных кластера. Вот как здесь, на одной площади, филиал Третьяковской галереи, напротив модернистское здание, это Большой театр, филиал Большого театра, рядом Центральная музыкальная школа, филиал знаменитая ЦМШ, все наши звезды ее закончили, рядом филиал балетного училища Московского, бывшее училище Большого театра, сейчас называется как-то Московская академия хореографии, там Света Захарова, ректор. И театральный институт. Вот таких вот 5 сконцентрированных вместе учебно-музейно-театральных учреждений. И тут же рядом будет 5-звездочный отель, паркинги, недвижимость рядом пристраивается. Потрясающее место, практически в центре Калининграда. Ну и что-то подобное будет еще в Владивостоке, уже в процессе, уже почти сделано все на Кузбассе. Заканчивается стройка в Севастополе. Такого рода культурных проектов нигде нету в мире. Я, честно говоря, очень горжусь тем, что имел отношение к началу. Мы это место выбирали, я сюда приезжал, помню, здесь болотце такое было, пески зыбучие, пустота. Я нередко выступаю не с обычными лекциями, а с лекциями благотворительными. У нас никогда никаких пушкинских карт, никакой бюджетной поддержки. Для меня принципиально, чтобы люди, которые приходят, понимали, что им это нужно, им это интересно. Очень часто сборы мы вместе с организаторами направляем на какие-то благие дела. Иногда на поддержку наших региональных клубов любителей истории, там, где эти клубы активно функционируют, вот как в Нижнем, например. Иногда на восстановление памятников, усадеб, а иногда просто, чтобы помочь конкретным людям. Людям особым, которые находятся на фронте и рискуют жизнью каждый день. Вот недавно совсем мы такую благотворительную лекцию провели, я отдельно ее организаторов у себя благодарил в телеграм-канале, и мы собрали 2,5 миллиона рублей, которые направили на покупку медикаментов для бойцов в зоне СВО. Я хотел поблагодарить за это и организаторов, и команду Лектория Достоевский. И вообще я всегда говорю, что если нам удастся в результате наших лекций одну жизнь спасти, то мы прожили не зря. Сборы с этой лекции тоже пойдут на хорошее дело, так что вы не только потратите 2 часа, узнавая что-то новое, или, по крайней мере, точно задумавшись о чем-то, о чем вы раньше не думали, но это время вы потратили точно на доброе дело, за что вам отдельно спасибо. Теперь к нашей теме. Тема непростая. Я, как всегда, запланировал сначала одну лекцию, потом понял, что если одна, то это будет галопом по Европам, как у известных в интернете сторителлеров. Не получится рассказать все, что хочется, и самое главное, не получится задуматься. Поэтому их будет 2. Сегодня ночью я уже стал бояться, что даже 3.
Но в любом случае, те, кто здесь сегодня, они точно продолжение смогут увидеть по телевизору, по каналу «Культура» или по каналу «Россия-24». Итак, Россия в 1913 году. Нарком иностранных дел Советской Республики Чичерин в Генуе на конференции, 1922 год, общается с журналистами. Его спросили, где находится сейчас царская семья? У нас нет никаких подтвержденных данных. Чичерин пожал плечами и говорит, мы-то откуда знаем, они же уехали, пропали. Мне кажется, они уехали в Америку. Это было 4 года спустя после расстрела царской семьи. С этой очередной большой, маленькой лжи, собственно, и началась большая ложь про дореволюционную Российскую империю, причем ложь такая сложная, комбинированная, где очень тяжело отличить зерна от плевел. Вот попробуем разобраться, что из себя представляла жизнь накануне Первой мировой войны. Есть такой штамп «Прекрасная Россия будущего». Его очень любят наши либералы. Мы про это говорить не будем. Мне кажется, что прекрасная Россия будущего – это не про будущее и не про Россию. Но есть и обратная история. Прекрасная Россия прошлого. Или, как любят говорить, Россия, которую мы потеряли. Споры об этом не утихают и по сей день. И аргументов у одной стороны, которая говорит, что до 17 года это темное царство, самое слабое звено в цепи империализма, беспросветный ужас, нищета. И у других, которые идеализируют дореволюционную Россию, держава на взлете. И у тех, и у других аргументов достаточно. И я, честно говоря, не буду пытаться сегодня поставить точку в этом споре, потому что это, наверное, и невозможно. Вся история у нас многослойная. Давайте попробуем вместе с вами ответить на вопрос, а было ли в России образца 1913 года что-то такое, что позволяло с оптимизмом смотреть в Россию будущего, что позволяло действительно верить в то, что Россия на взлете, как птица, которая оказалась подстрелена. Было или нет? Что из себя представляет Россия в 1913 году? Самое главное, это не классическая европейская морская колониальная держава. Сейчас стало модно писать о русском колониализме. Это неправда. Это огромное континентальное государственное образование. Это общий дом для 100 или 150 разных народов и национальностей. Как считать? Никто русских, украинцев и белорусов разными народами не считал. И вообще во многом кажется, что Санкт-Петербург 1913 года не в религиозном, а в государствообразующем смысле это Новый Рим. Поразительно то, что пытаешься найти в жизни того времени, внешней жизни, в фасадной картинке что-то плохое, а нет ничего плохого. Есть детали, есть нюансы. Дьявол, как мы понимаем с вами, всегда кроется в этих деталях. В Советском Союзе очень любили сравнивать все достижения с 1913 годом, потому что это последний мирный год. Он как бы завершал мирный период развития империи, последний год перед последующим крахом. И плюс к этому еще 300 лет династии Романовых. Я об этом расскажу попозже подробно, когда сама империя как бы отмечала вершину своего величия. Но потом война, революция, гражданская война, разруха и голод. И вот вопрос, из-за чего все рухнуло, если было так прекрасно? Из-за каких-то там черных лебедей, как сейчас говорят экономисты, предательства элит, перенапряг империалистической войны, или действительно все эти противоречия были заложены в самом начале? Я вам расскажу больше о внешней, фасадной части империи, о противоречиях, о проблемах будем говорить в продолжении. Ну вот посмотрите на империю 13 года. Необъятные размеры. От Лодзи и Варшавы до Владивостока, Камчатки, еще недавно совсем Аляски. Восточные рубежи империи, в общем-то, даже до конца и не определены, потому что кто-то вот-вот готов включить Северный Китай и Монголию. От Мурманска на севере до Тегерана, потому что Северный Иран – это практически официальный протекторат Российской империи, собственно, иранского шаха охраняют наши казаки. Империя все время расширяется. Если в начале правления Романовых условно историки определяют площадь Московского царства 5 миллионов квадратных километров. Почему условно? Потому что нет никаких границ. То есть здесь уже границы есть.
И это самая большая страна в мире. 21,7 миллиона квадратных километров. Вот так выросла страна. Больше только Англия, но если считать с колониями. Темпы развития стремительные. Главные города империи – города-миллионники. Санкт-Петербург больше 2 миллионов населения, Москва чуть меньше. Меньше, чем Лондон и Париж, но это огромные города. Кстати, третий город империи по размеру, кто не знает какой? Варшава. Почти мы забыли, Варшава наша. Варшава почти 1 миллион. Дальше идут города. Примерно в 500 000. По нынешним меркам совсем небольшие комфортные города. Киев, Одесса и Рига. Причем наши города хорошие, чистые, комфортные, гораздо чище и комфортнее для жизни среднего класса, скажем так, чем тот же распухший Лондон или Париж. С одной стороны, уже появилась многоэтажная застройка, появились первые дома высотой в 5 этажей, доходные. Но все равно это города большие по площади. Москва-то она вообще с усадьбами еще и садами. Вот только первый, кстати, в Киеве, первый небоскреб появляется накануне Первой мировой войны, 12 этажей. Ну, так. Это так. Архитектурное излишество. Земли у нас много, она позволяет строиться вширь. Но в этих городах уже есть все, к чему мы привыкли. Трамваи электрические, такси, планируется метро. Да, метро, это не 30-е годы в Москве. Метро планировали построить еще до революции, до империалистической войны. И в Москве, и в Санкт-Петербурге было несколько проектов. Вот, например, одна из линий московского метро должна была пройти прямо вот где Красная площадь, вдоль Кремлевской стены, где Мавзолей сейчас. Причем не под землей, а сверху, поскольку московское метро проектировалось как американское, как Subway, то есть надземка. Она частично должна была спускаться в туннели, а в основном идти поверху. Потом решили, что это не очень актуально. Справляется прекрасная сеть электрических трамваев с перевозкой населения. Поэтому отложили на потом, а потом война. Кстати сказать, железнодорожные вокзалы, так чтобы вы понимали размеры Москвы, разумно очень строились не в городе, а за границей города. Железнодорожный узел ленинградский, мне хочется его назвать Николаевским, конечно, правильно, Николаевский, по-честному. Ленинградский, Николаевский, Казанский, Ярославский, они за городом. Белорусские за городом. Рижские за городом. Ты приехал, пересел на трамвай, на такси, на извозчика и поехал в город. Граница Москвы – это примерно 3-е кольцо сейчас. Хотя Москва развивалась неравномерно, где-то в рабочих районах, Бауманская, Электрозаводская, она могла уходить за 3-е кольцо, а где-то и до 3-го не доходить. И не доходило долгое время. Памятник Гагарину, представляете, на площади Гагарина. Если вы по Ленинскому проспекту едете в центр, справа памятник Гагарина, а тут их 2 красивых сталинских дома с башнями. Вот точно такие же дома с башнями встречают вас на проспекте Мира, когда вы едете в центр, и на Кутузовском. Вот это границы города после Великой Отечественной войны. Это ворота в Москву сталинскую. Вот все, что туда, это поля и луга еще. Москва компактный город, уютный, но уже такси в Москве. Твердые тарифы, счетчика нет. 40 копеек поездка по городу любая, дневная, 60 копеек ночная. Там, где памятник Пушкина на Страстной площади, там первая стоянка такси. Хорошие автомобили американские, Oldsmobile первые, Яндекс.Такси были не китайские. Водители таксо, такие модные ребята, они хорошо зарабатывали. 150 рублей в месяц таксист мог вполне заработать. Потому что переплачивали еще сверх тарифа. Профессия будущего. Дальше, если мы говорили с вами о больших русских городах, вот Киев. Киев – это русский город. Все говорят на русском. Не на малороссийском. На малороссийском говорят в селе. Где-то там. Киев абсолютно русский город. Причем город весьма националистический. Там сильны позиции русских националистов. И газеты издаются националистические. Булгакову мысль бы не пришла в голову, что он живет в каком-то нерусском городе. Рига. Рига двуязычная. Русский первый язык и немецкий. 3-го нет. 3-й в селе. Варшава первый язык, конечно, польский. Язык общения на улице. Русский официальный во всех конторах и госучреждениях. Ну и дешевая гостиница, польский язык, дорогая гостиница, русский язык. Дешевый магазин, там у вас по-польски. А если магазин в центре поприличнее, то к вам, конечно, приказчик обратиться на русском языке, равно как и в дорогом ресторане. Есть один город в империи, областной центр, где русский язык поражен в правах.
был до Николая II, причем поражен в правах официально. Он не использовался нигде. Это Гельсинфорс. Хельсинки. Но потом при Николае пытались навести порядок, хотя бы, чтобы он на равных был с местным финским. Было такое извращение времен дней Александровых прекрасное начало, когда, присоединив вот эту провинцию с добрым и спокойным народом, зачем-то решили ее единственную оставить на особом языковом статусе, не вводя там русский язык. Это, конечно, была ошибка. Вот так поэкспериментировали, поиграли в демократию, и все это закончилось потом проблемами большими в начале 20 века. Донбасс – главный промышленный район страны. Прошло всего несколько десятилетий с той поры, как британец Джон Джеймс Хьюз, или Хьюз, как произносить можно по-разному его фамилию, можно по-русски, по русскому паспорту, Иван Яковлевич Юзов. Вот этот замечательный внешности британский предприниматель в 1869 году покупает большой земельный участок в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. И уже в следующем году на 8 больших кораблях он привозит из Англии оборудование и 100 металлургов и горняков, инженеров и техников, в основном из Южного Уэльса. И они начинают строить металлургические предприятия и угольные шахты. И уже через 2 года, 1872 год, пошел на заводах Хьюза первый чугун, а еще через несколько лет стальные рельсы лучшего в мире качества, гораздо лучше британских, не говоря уже о том, что дешевле. Параллельно Джон Хьюз строит больницы, школы, бани, чайные для рабочих, пожарная часть, англиканская церковь, потому что много англичан. А для высококвалифицированных инженеров он их скупает в Англии и США, предлагая им, помимо фантастической зарплаты и социального пакета, площадки для крикета и членство в спортивном клубе. Они должны чувствовать себя гораздо лучше, чем дома. Они так себя и чувствуют. В честь Джона Хьюза этот город, возникший практически на пустом месте, до 24 года называется как? Юзовка. С 24 года город Сталин или Сталино. И, соответственно, после развенчания культа личности это город Донецк. Уже к 13 году в районе Юзовки, где не было ничего, 1200 угольных шахт. Причем глубина самой большой шахты 745 метров. Я вообще не представляю, как на том уровне техники можно было на километр почти уйти под землю. Весь район буквально опутан сотнями километров железных дорог. Параллельно начинается развитие еще и Новокузнецкого угольного кластера и Иркутского промышленного района. Они свое развитие получат уже в основном в советские годы, но разработка началась тогда. Крупнейший нефтяной кластер империи – Баку. Там добывается почти 90% нефти, при том, что по нефтедобыче Российская империя занимает 2-е место в мире после США. Бакинские нефтезаводы, их там много, но главным образом это заводы товарищества братьев Нобель, или как они писались тогда сокращенно, Бранобель. Warner Brothers, у нас были Бранобель. Полный цикл от геологоразведки до транспортировки, переработки и сбыта нефти. Предприятие полного цикла. Бранобелю принадлежат нефтяные скважины, геологоразведочные собственные команды, предприятия по переработке нефти в керосин, трубопроводы, огромный флот. Нефть либо шла по трубопроводам, первые тоже Нобели построили, либо вверх по Волге на пароходах. Вверх по Волге где-то разгружалась частично, потом дальше до Петербурга могла идти и дальше даже за границу экспортировалась. Период последние 5 лет, перед 2013 годом, после начала Столыпинской реформы и окончания революционных волнений, это просто эра промышленного подъема. Террористов победили, революция закончилась. Колоссальный приток инвестиций в Российскую империю. Есть много мифов, связанных с тем, что там иностранный капитал всем владел. Это сложно считать, но забегая вперед, я скажу так. По оценке большевиков, Троцкий пишет об этом,
Они, естественно, преувеличивали. 40% крупной промышленности принадлежало иностранцам накануне революции. Накануне Первой мировой войны. Это очень важная оговорка. Троцкий преувеличивал. Сейчас много проводится разного рода исследований. Очень интересное исследование из ТФАК МГУ. Вот они посчитали, что, наверное, не 40%, а около трети, 30%. И речь идет только о самой крупной передовой промышленности, где используются новейшие технологии и оборудование. И этот процент все время снижался. Если брать малый бизнес и средний бизнес, то там в совокупности доля иностранного капитала уже будет меньше 20%. Ну, а всякого рода артели, сельхозпредприятия, там вообще никакого иностранного капитала не было. Вот крупная промышленность там, да. Любимая цифра апологетов Российской империи из Золотого века 13 года – это темпы роста экономики и промышленного производства. Россия уверенно все эти годы занимает первое место в мире по росту экономики и росту промышленности и производства, как Китай в последние годы. Причем опережаем значительно. Сейчас такая есть лукавая цифра ВВП, тогда ее не было, потому что ВВП считается по очень сложной формуле. Не только объемы производимой продукции, но учитываются и финансовые капиталы, и всякого рода интеллектуальные права, и авторские права, и очень сложный расчет услуг. Тогда считали проще. Как растет промышленность? Промышленность росла перед 2013 годом в среднем, я даю вам заниженную оценку, есть оценки выше, 5,7% в год. Тот же ТФАК МГУ считает 6,5%. Каждый год, представьте себе, 6%. Ну, для сравнения, Англия растет примерно на 2% в год, Германия – монстр промышленный на 4%, США на 5% в год. Тоже от нас отстают. По абсолютному объему производства промышленного Россия производит более 5% промышленной продукции общемировой. Вот тут спорят историки-оптимисты по объему национального продукта, относят Россию на 4-е и даже на 3-е место в мире. А историки-пессимисты, историки, критически относящиеся к дореволюционной России, сурово опускают на 5-е место в мире по объему экономики. Но при этом мы отстаем от Франции чуть-чуть, прямо дышим ей в затылок. Первое место с большим отрывом – это Соединенные Штаты. Затем идет Германская империя. Это совсем не то, что Германия сейчас. Затем Британская империя. А затем либо мы, либо Французская империя. Французскую империю представляете себе? Это не нынешняя Франция. Я посмотрел американские данные. Американцы тоже относятся нас на 4-е место. Как это отражалось на простых людях? Вот возьмем 5 лет последних перед 2013 годом. С 9 по 13 вклады в сберкассы государственных, это мелкие вкладчики, крестьяне в основном, выросли 1,5 раза. А вклады в банках, это городские вкладчики, побогаче средний класс, в 3 раза. Не надо это сравнивать с сегодняшней ситуацией, когда мы получаем, у кого есть большие проценты по депозитам, потому что это инфляция. Деньги, которые съедаются. Тогда инфляции не было. По оценкам экономистов за эти 5 лет инфляция в Российской империи составила 3,25%. То есть существенно ниже 1% в год. А какая инфляция? У нас же золотой рубль. Твердые цены. Самый убойный пример роста благосостояния, я всегда привожу, это рост потребления сахара. За эти 5 лет потребление сахара в стране увеличивается в 2 раза. Это что означает? Ну, просто стали есть конфеты. Доступно. Печенье, бараночки, выпечка. В 2 раза рост сахара. Был узкий слой специалистов, который крайне приветствовал потребление сахара, чье благосостояние росло сопоставимо с Морозовыми и Рябушинскими. В пропорции, конечно. Это кто? Стоматологи. Откройте любую газету дореволюционную, да и даже военных времен. Там огромное количество платных объявлений. И самые активные заказы – это разного рода стоматологические кабинеты. Стоматологи очень сильно зарабатывали на росте потребления сахара. Я все время рассказываю свою любимую историю, как какой-то французский цирюльник, естественно, то есть парикмахер. Значит, парикмахеры все делали. Лечили, стригли, следили за внешностью, все сразу, полный комплекс услуг. Вот он плавил какой-то состав и залепливал кариозную полость. А плюс к этому он, видимо, был еще смышленым техником, поэтому заказал разного рода бурчики, которыми кариозную
полость высверливал у своих клиентов. Но так как бормашин еще не было, то высверливал он вручную. Как терпели эти несчастные парижане, этот цирюльник так обогатился на своей технологии, что к концу жизни купил себе баронский титул, замок и женился на 18-летней красавице. Успешный был парижанин. Это время рождения массовой культуры, то есть синематограф. В стране, в Москве 67 кинотеатров действующих в 2013 году, в Петербурге 134. Это, по-моему, существенно больше, чем сегодня. Если помните Михалковскую «Рабу любви», там действие происходит уже после революции, а съемки продолжаются, кино продолжает сниматься, потому что огромное количество кинокомпаний действует. Снято с 13 по 18 год, несмотря на войну, 129 кинофильмов, при этом продажи билетов в кинотеатрах за 1/16 год военный 150 миллионов. Это больше, чем сегодня. Серебряный век, расцвет поэзии, живопись, балет, Рахманинов, Дягилев. Россия, по большому счету, лидер, задает самые модные культурные тенденции в мире. Помимо кинотеатров, развлечения, кабаре, во всех крупных городах, но кабаре не только то, что мы думаем с канканом, но кабаре как литературные клубы, потому что в кабаре выступают известные писатели, поэты, Велимир Хлебников, Игорь Северянин, Бальмонт, даже ранний Пастернак, Анна Ахматова. Это все люди, которые выступают в кабаре со стихами, но самый популярный и хорошо продаваемый поэт в кабаре – это кто? Это лучший и талантливейший из советских поэтов Владимир Маяковский. Это просто звезда номер один. Правда, когда война началась, там все это дело поприжали немного. Часть из них закрыли. Из поэтов-то особенно никто на фронт как-то не торопился. Один Николай Гумилев пошел добровольцем воевать. Кстати, Маяковский тоже хотел охотником на фронт, но его не взяли. Неблагонадежно. Он хотел в боевую часть, но поскольку он трижды сидел, каждый раз его то ли выпускали по малолетке, то оправдывали, но 3 раза в СИЗО, как бы сейчас сказали, в полицейской части он побывал, поэтому неблагонадежный. В армию не взяли его. Первое место в мире по уровню золотого запаса. Наш золотой рубль – это единственная мировая валюта, которая обеспечена золотом с запасом. И на всех банкнотах, если вы посмотрите царских, написано, что в любой момент ее можно обменять в банке на золото по твердому курсу. Менялись несколько валют на золото, и фунт, и марка, и франк. Но ни одна из этих валют не была обеспечена золотом даже наполовину. Россия с перехлестом. То есть, если одномоментно сдать все деньги, то государство могло всем выдать золото, и еще бы оставалось. Огромный профицит бюджета. Сотни миллионов рублей каждый год. При этом налоговое бремя, если взять все налоги и разделить на количество налогоплательщиков, у нас получалось в 2-3 раза меньше, чем в западноевропейских странах. То есть налоги самые низкие. При этом в нашей налоговой системе нет никакого НДС, никакого НДФЛ. Вы не поверите, но нет подоходного налога. Вообще прямых налогов мало. Это земельные, собственники земли платят, имущественные, домовладельцы, промысловые, ну и налог от банковских вкладов, налог с процентов. Главные налоги косвенные – это акцизы на спирт, на табак, то, о чем мы говорим уже 35 лет. Винная монополия приносила государству огромные деньги. Ну и, как там Трамп, тарифы. Тарифы – самый главный источник поступления денег – это пошлины и акцизы на ввоз и на вывоз. Главным образом на ввоз. Регулирование экономики простое и понятное, заградительные тарифы, которые появились у нас еще при Витте. Если вы хотите, чтобы товары производились здесь, вводите заградительный тариф, и бизнес очень быстро перестроится и начнет сначала собирать, потом производить здесь. Если вы хотите, чтобы обогащались иностранные компании, то открывайте рынок, делайте рынок свободным, и в условиях, когда у вас только растущая экономика, вы ее погубите окончательно, потому что будет дешевле завозить сюда.
Вот эту сложную материю почему-то мы до сих пор понять не можем. Тогда понимали. При этом налоги, можно сказать, на крестьянство даже снизились, потому что после революции 5-го года наконец-то отменили выкупные платежи. Мы же помним с вами, да, что освобождение крестьян произошло по реформе Александра II без земли. А землю они получили как бы по ипотеке на много-много лет вперед. И должны были за землю платить поколениями. Вот эти выкупные платежи в 5-м году наконец-то отменили, долги государство списало. И каким-то образом поэтому крестьянам налоговое бремя даже облегчили. При этом невозможно себе это представить, но по уровню, размерам государственного бюджета, какое место Россия занимает в мире, как вы думаете? Ну, сейчас вы можете посмотреть в интернете, но лучше не смотрите, расстроитесь. Второе после Германской империи. Но при этом есть нюансы. Германская империя считает, помимо федерального, общеимперского бюджета, отдельные бюджеты земель, Бавария и так далее. А мы считаем только общеимперский бюджет. США значительно уступают по объемам казны. У нас очень богатое государство. Поэтому государство развивает транспортную сеть, поэтому у нас огромный военный бюджет, огромная армия. Это не потому, что пыжимся, а потому, что мы можем себе это позволить. У нас много казенных заводов, которые приносят доход в казну. Железная дорога приносит доходы в казну. Винная монополия приносит доходы в казну. И у Российской империи много денег. Расходы. На что тратятся деньги, помимо железных дорог и развития транспортной инфраструктуры? Армия. Расходы на армию растут. Сложная статистика, но если мы возьмем время правления Николая II, 20 лет примерно, до 2014 года, с 90-х годов 19 века, почти в 2,5 раза. Расходы на флот в 4,8 раза, то есть флот в приоритете. На образование тоже очень любят апологеты прекрасной России прошлого эту цифру, в 6,5 раз. Стартовая база низкая, но об этом мы в следующий раз поговорим. Растущая и богатеющая экономика ведет к невероятному росту населения. В среднем 2,5 миллиона человек в год. Причем это прогрессия нарастающая. При этом рост русского населения превышает рост населения существенно в Средней Азии и на Кавказе. И ниже младенческая смертность. Вы знаете, в Российской Федерации 1991 года население перед распадом СССР составляло примерно как сейчас, 147-148 миллионов человек. Посчитайте, по 2,5 миллиона в год, какое бы у нас население было сегодня. К слову сказать, население Российской империи, разные методики подсчета, но я назову усредненную общепринятую цифру, примерно 170 миллионов к началу Первой мировой войны. Городское население, правда, небольшое. Оно быстро растет, но оно небольшое. Где-то 14%. Ну, в Англии это вообще 78%. Англия городская страна уже. Во Франции 40%. В России небольшое городское население. Это, конечно, крестьянская страна. Забегая вперед к разговору о гигантском госдолге, набрали денег во французских банках. Госдолг большой. Такой высокий темп развития экономики требует привлечения денег. Но рассматривать-то надо госдолг не абстрактно, а в пропорции к ВВП. Вот если рассматривать госдолг в пропорции к собственной экономике, получается, что у нас далеко не самый большой госдолг. Например, во Франции и Германии он больше. Так что страшного ничего совершенно в этом не было. Ну, это все цифры, да. Давайте перейдем к людям, посмотрим на Российскую империю 13 года глазами современников. Как это все выглядело в 13 году. 13 год, прежде всего, это год юбилейный. Накануне отметили 200 лет Бородинской битвы, изгнания Наполеона. 13 год, 300-летие Романовых, это всероссийские торжества, юбилеи, обращение к истории, источник духовной силы. Вообще советский праздник, такое ощущение, просто делались по шаблону. Брали какой-нибудь план мероприятий царского правительства и меняли церковь на партию, и все. Вместо молебна партийное мероприятие провели, конференцию. Все то же самое. Прям как по стандарту. Главная идея – праздник должен продемонстрировать, что народ и партия едины. Народ и государь. Поэтому показать всему миру,
мощь империи, ее непоколебимость и так далее. Мероприятий масса. Вот когда первый юбилей официально отмечали еще при Александре Первом, это было 100 лет Петербургу в 1703 году, нашли какого-то старца, который проехал вокруг Медного всадника и сказал, что он Петра Первого лично знает, и буквально присутствовал при заложении города. И вот эту практику тут же стали тиражировать. Соответственно, в 912 году на Бородино привезли очевидцев Бородинского сражения из крестьян, подобрали постарше. Многие своими глазами видели Наполеона. Один написал: великан был, косая сажень в плечах, бородище, говорит, по пояс. И в каждой руке по сабле. Как у нас потом рассказывали те, кто Ленина видел. Ну, там концерты, жизнь за царя, оперы, балы, дворянские собрания. Целый год 13 идет юбилей без остановки. Николай II писал у себя в дневнике, кавычки, «Со стервенением вчера разбирал поздравительные телеграммы. 1050 штук». Но это, видимо, только за пару дней к нему пришли, так-то их было гораздо больше. Ну, вообще, юбилей – дело хорошее, потому что всегда это повод к приукрашению. Под юбилей что-нибудь построят, дороги отремонтируют, так и тогда. К юбилею открывалось огромное количество романовских храмов, библиотек, школ. Школьникам тоже подарок сделали. Школьников и гимназистов переводили в честь юбилея в следующий класс без экзаменов. В общем, подводили как будто 300 лет итогов всего развития Российской империи. Ну, действительно, было чем гордиться. Этот предметы гордости можно увидеть на регулярно проводимых в Российской империи хозяйственных и торговых выставках. ВДНХ – это не сталинское изобретение. Россия также активно участвовала в международных выставках. Самая известная из выставок в Российской империи – это выставка довольно давняя, 1896 года. Самая большая, самая известная. На ней показывают первый отечественный автомобиль. Флотский лейтенант Яковлев в отставке сам придумал двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе. Основал машиностроительный завод Яковлева в Петербурге, который выпускал несколько десятков автомобилей в год. Делал он это в партнерстве с русским нашим немцем из Финляндии Петром Фрезе. Петр Фрезе владел каретной фабрикой, он делал кареты, экипажи. Вот они соединились, Яковлев делал трансмиссию и двигатель, а Фрезе – корпус. И получился в результате автомобиль. Яковлев ездил за границу, познакомился с автомобилями Benz по имени другого инженера. И вот называлась самодвижущаяся коляска Яковлева Фрезе. Запас хода 10 часов, скорость 20 км в час, 2 пассажира, 1500 рублей. Дорого, но дешевле, чем автомобиль Benz. Существенно, раза в 2-3. Но беда только в том, что Яковлев умер очень молодым, в 40 лет. А Фрезе надоело ему работать, стал дауншифтером, продал все свои предприятия и уехал жить в деревню, читать книги. И вот на этом история собственно русского автомобиля, к сожалению, закончилась. Но пройдет еще не так много лет, и уже в начале 20 века появится императорское русское автомобильное общество. Выяснится, что большим любителем автомобиля был и Николай II, и особенно его младший брат Михаил. Он даже разбирался, мог, как говорят, двигатель починить своими руками. И появляется огромное количество заводов, которые собирают автомобили. Из иностранных комплектующих отверточная сборка. И в 1913 году пройдет огромный международный автосалон в Петербурге, на котором покажут свои новинки 150 мировых автомобильных заводов. Тогда их было много. Потом монополия стала съедать конкурентов. Призы все иностранцы, естественно, получили. Самые разнообразные. Например, тот же Benz получит первый приз на гонках, на скорость. По шоссейным дорогам с твердым покрытием. Они у нас уже были. Как вы думаете, какую скорость выдавал автомобиль Benz в 2013 году? 202. 202 км в час. Вот так вот. Был и российский очень удачный стартап автомобильный. Тоже начинали с отверточной сборки, но очень быстро перешли на отечественные детали. И это был 100% локализованный автомобиль. Производился в Риге на Рижском машиностроительном заводе, который назывался «Руссобалт». Не очень большие партии эвакуировали, когда немцы подошли к Риге. Успел произвести чуть больше 500 автомобилей. Но это был полностью отечественный, очень хороший.
Очень качественный автомобиль. О качестве говорит, например, то, что накануне Первой мировой войны Министерство обороны, тогда у нас называлось военное ведомство, задумалось о том, чтобы штабные автомобили старших офицеров и генералов были какие-то унифицированные, чтобы было легче обслуживать. Не в разнобой покупали. И объявили конкурс. А перед этим автопробег очень большой, значит, 3000 верст. По такому сложному маршруту: Петербург, Псков, Вильно, Минск, Москва, Петербург. И все желающие получить военный заказ выставили свои машины. Итого там примерно было 40 иномарок и, по-моему, 3 или 4 автомобиля «Руссобалт». И все поехали на перегонки. Ударим автопробегом по бездорожью. Удар вынесли не все. К финишу доехали только автомобили «Руссобалт». Все остальные «Бенцы» по дороге поломались. Поэтому он и был выбран как штабной автомобиль. Ну, кроме этого, еще делали в Москве. Был полностью отечественный автомобиль. Завод Пузырева. Но там сложная история. Его сожгли конкуренты. Непонятно. Проблема-то была в чем? Образцы, вот эти небольшие партии, мы делали хорошие. Сделать «Руссобалт», «Аурус» малыми партиями — все хорошо. А вот массовое производство наладить не смогли. И поэтому, когда началась война, то грузовики мы покупали у Форда. Потом в следующую войну будем получать по ленд-лизингу Студебекеры, потому что тоже уже есть свои, но не хватает. Да, для понимания, у нас «Руссобалт 500». Форд в 2013 году произвел 168 тысяч автомобилей. КДР. Но, тем не менее, все-таки у нас уже автомобили в 2013 году не роскошь, а средства передвижения. И в петербургских газетах написали как раз накануне 2014 года с гордостью, что наконец-то мы стали цивилизованной страной. Вчера на Гороховой, там, где Распутин жил, зафиксирована репортерами первая в Петербурге автомобильная пробка. С гордостью. На самом деле и в автомобильной части тоже было не все так единично, как в автомобилестроении. Например, именно наши разработчики изобрели шинный протектор елочкой. Это русское изобретение, что именно шины такие вот, а не гладкие, обеспечивают, с одной стороны, самое успешное торможение, а с другой стороны, не скользят на льду. И наши шинные заводы крупнейшие, но они не только шины производили, они производили все. Перчатки резиновые, всякие изделия, понтоны, линолеум, резиновую обувь, детские игрушки, медицинское оборудование, но в том числе и шины с протектором, запатентованные, из очень качественного каучука, который поставлялся из Южной Америки в Рижский порт. Там дальше была инновационная обработка и очень хорошие шины. Такие сложные названия этих заводов были. «Треугольник». Эти два завода занимали, соответственно, 2-е и 3-е место в мире по объему продажи шин. Их обходил только Мишлен французский. Никаких шин Nokia и как там сейчас их Bridgestone близко тогда не было. И русские шины им экспортировались везде. И стояли на всех иностранных автомобилях. Возвращаясь к Нижегородской выставке, там начинают показывать свои изобретения, супергиперболоидные, продвинутые строительные конструкции наш гениальный инженер Владимир Шухов. Там он построил в Нижнем Новгороде первую башню свою, водонапорную. Там смысл всех этих металлических башен, они были очень экономичные и очень крепкие. Он разработал такую инженерно-металлургическую сетку, гиперболоид Шухова называлась. Потом Алексей Толстой, вот гиперболоид инженера Гарина, он украл это слово, собственно, у Шухова. Что башни можно было строить легкие, высокие, и с ними ничего не случалось. И очень крепкие. Вот если мы возьмем, например, Шуховскую башню, знаменитую телевизионную в Москве, которая стоит по сей день, вот она к Эйфелевой башне, ее близнецу, соотносится примерно так. Там на 1 метр требуется металла в 3 раза меньше. В 3. Поэтому шуховские башни строили и для линий электропередач, и как телевизионные, и водонапорные. Использовались эти конструкции при сооружении крыш. Не только стеклянных, но и обычных, как каркас для крыши. Ну и мосты, конечно. Шухов спроектировал 500 мостов, построены по его чертежам. Колоссальное наше наследие. Вот началось это тогда, в Нижнем Новгороде. Там же в Нижнем Новгороде изобретатель-самоучка из крепостных крестьян
показывает первый в мире трактор. Мы думаем, что трактор изобрел Caterpillar, американская компания. Нет, за 10 лет до Caterpillar Федор Блинов, который еще будучи крепостным в молодости работал отходником. Предприимчивый, видимо, парень был. Он за деньги отпрашивался у барина. И бурлаком на Волге. Мы-то бурлаков как себя представляем? Картина Репина. Пасквиль на славную профессию волжских бурлаков. И когда это обществу представили бурлаков на Волге, общественность требовала, те, кто знали, кто такие бурлаки, они требовали это дело запретить, потому что где художник нашел таких бурлаков? Бомжи какие-то доходяги. Бурлак – это крепкий, обычно очень мужчина. Профессия предполагает. Бурлаков и кузнецов дохлых не бывает. На свежем воздухе. Очень хорошо зарабатывают. Бурлаки за сезон зарабатывали, потом могли полгода не работать. Высокооплачиваемое. Попробуй устройся в бурлацкую артель. Но художник так видит. Он увидел таких бурлаков. Так вот, этот Федор Блинов поработал бурлаком, потом поработал где-то там на пароходе кочегаром, потом сам основал небольшую мастерскую в Саратове и в 1879 году получил привилегию, то есть патент на, кавычки, вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов, то есть первый гусеничный трактор. Он придумал не только гусеницы, но и как сделать, чтобы гусеницы вращались независимо друг от друга. То есть он решил проблему поворота, которую никто не мог решить. И вот его вагон на гусеницах разъезжал по Саратову, перевозил грузы, запряженные лошадьми, тогда еще двигателей не было. Он продемонстрировал этот бесконечный вагон. Это же для нашего бездорожья немыслимая вещь. На Нижегородской ярмарке, но, к сожалению, не нашлось предпринимателей, которые бы вложились в серийное производство. Федор Блинов получил похвальную грамоту за трудолюбие, и через несколько лет умер и был забыт всеми. К открытию Нижегородской ярмарки демонстрируют второй в империи электрический трамвай и строят специальные трамвайные линии. Первый трамвай у нас появился в Киеве. Потом они начали во всех городах появляться. В Москве, кстати, одновременно с Житомиром в 1899 году. Ну вот второй в Нижнем Новгороде. Недавно там был, мне губернатор говорит, у нас появился первый в стране трамвай. Потом подумал, нет, правильно сказать, второй. Киев тоже наш. В 1900 году многие экспонаты прямо из Нижнего Новгорода переезжают на Всемирную выставку в Париже. Что мы могли показать в Париже? Есть такой старый советский анекдот времен позднего социализма про Чукчу, который сидит у себя в чуме, мерзнет. И его корреспондент приезжает и спрашивает, говорит, скажите, а вот вы тут давно? Да, дед, прадед мой, прапрадед, все здесь. Ну а раньше что вы чувствовали? Ну как? Чувство голода, чувство холода. А сейчас? И сейчас тоже чувство голода, чувство холода и чувство глубокого удовлетворения. Был такой штамп, помните, чувство глубокого удовлетворения. Вот я прочитал, что газета «Либерте» французская, посетив российский павильон на Парижской всемирной выставке, написала следующее. Мы находимся под влиянием чувства глубокого удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского павильона. В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех. Развитие это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений. На этой выставке Россия получает за товары, представленные 2700 наград, включая 224 гран-при. Ну, фантазировать не будем. Вот в интернете уже пишут, что мы показали и первый русский пылесос, и первый русский холодильник, и чуть ли не телевизор. На этой выставке это, конечно, неправда. Эйфелева башня тоже не была сделана из русского железа. Завод в Лотаринге делал железо для Эйфелевой башни. Это не так. Пылесосы у нас появятся в дореволюционной России, но потом, уже ближе к 2013 году их будут у нас производить. Что-то пылесосы были большие. Вот такой пылесос отечественный, Благо. Хорошее название. 28 килограмм весил. Но инновационность в том, что он всасывал в себя пыль. А раньше пылесосы выдували пыль, как сейчас там листья выдувают на улице, а этот всасывал. Холодильники тоже были отечественные, но они были немного другими. Это назывался комнатный ледник. Их производили несколько отечественных компаний, представляли из себя вот такой деревянный шкафчик. Дерево можно было заказать по карману. Хочешь дорогое, хочешь попроще. И можно хоть инхрустированное. Потом ты шкафчик этот открывал, и в этом шкафчике просто чугунный корпус внутри.
и чугунные полочки, и ниши специальные. А в эти ниши вставлялся брикетированный лед, который долго в этом чугуне не таял. Когда лед растает, пакетик вынимался, и следующий лед. Хватало на несколько дней. Электрические холодильники были специальным машинным либо химическим охлаждением, но только большие. Либо вагоны электрические для перевозки мяса, грузов, либо на кораблях. Например, ледник Минского общества – это уже химически большой холодильник. Но почему выпуск холодильников чугунно-деревянных был очень выгодным делом? Расходники, конечно, это как капсулы Нескафе. Это ты купил холодильник, это только первый взнос. А дальше тебе все время нужно этот брикетированный лед покупать. И ты все время попадал на закупку льда. Холодильников, пылесосов и телевизоров на выставке мы не показывали, но Гран-при получил невероятная инсталляция, аттракцион целый Трансип. Трансип сам по себе чудо техники, тогда он еще только строился. Самая длинная в мире железная дорога. Но на Парижской выставке показали мини-Трансип длиной в 1 километр. Нам это тяжело представить, честно говоря, в эпоху виртуальной реальности. Какую виртуальную реальность придумали тогда? Человек находился в вагоне аттракциона, и за 1 час из окна он как бы видел весь Трансип, все пейзажи, которые у него за окном, вагон качался, проплывали на всем пути от Петербурга до Пекина. Трансип планировали строить до Пекина, кстати, почти и построили. Владивосток – это ведь только одна ветка, дальше вторая ветка через Харбин в Порт-Артур, а там до Пекина это осталось. И вот 3 роскошных железнодорожных вагона с салонами, столовыми, спальнями. И зритель через окошко любовался панорамой, подвижной, которая представляла из себя сцен с несколькими уровнями движущихся объектов и меняющимися картинками. Такая дополненная реальность. На первом плане двигались песок, камни, валуны, прикрепленные рядом с вагоном. Дальше, второй план. Низкий экран с картинками кустарников и зарослей. За ним еще 3-й экран с более отдаленными пейзажами. И на последнем 4-м экране изображены были горы, леса, города по тому маршруту, который вы должны были проехать из Петербурга в Пекин. И вот эти все 4 разных слоя двигались между вашего вагона с разной скоростью. Понятно, что там чем ближе, тем быстрее. И в результате наложения у вас создавалась полнейшая иллюзия, что вы проезжаете по всему маршруту. Запомнить тяжело. А представьте, все это сделали. Это была золотая медаль выставки в Париже. Много мы, на самом деле, гран-при получили. Эйфелева башня получила гран-при у французов. У нас получил гран-при Красноярский мост через Енисей. Металлический, инновационный. Километр длина, ширина пролетов 140 метров, высота ферм 20 метров. Абсолютное чудо техники. Было написано «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Этот мост служил до конца 20 века. Выдерживал огромные составы, намного превосходящие расчетные. Представляете, сколько весили уже поезда потом, в советскую эпоху. Эйфелева башня сохранилась и является символом Парижа. Красноярский мост, получивший такой же приз, распилили на металлолом. Иностранцев удивляла невероятная комфортабельность и удобство русских вагонов. Ну ладно, роскошные купе, это умели все делать. А вот вагоны 3-го класса. Это как же так, что в самых дешевых вагонах 3-го класса российского производства пассажир за какие-то копейки может спать, вытянув ноги. Совершенно невиданная роскошь для европейских и американских железных дорог. Вспомним наши столыпинские вагоны. Не для перевозки арестантов, а достаточно комфортабельный вагон для перевозки в Сибирь крестьянской семьи. Помним, столыпинский вагон делился пополам. Часть очень удобная для живности своей, часть для семьи. При этом вагон отапливаемый, да еще с горячей водой. Самый большой успех, тоже гран-при, выпал русским паровозом Коломенского Брянского завода. Швейцарский двигатель. Патент мы покупали, потом уже делали сами, дорабатывали. Это самый мощный паровоз в мире. Разгоняет поезд до 100 км в час. Самые мощные локомотивы выпускались тогда не только в Коломне и Брянске, но Путиловский завод, Харьковский завод, Луганский завод. И многие из них служили у нас до 60-х годов 20 века. Компьютеров тогда не было, поэтому Россия продемонстрировала отечественный арифмометр, тоже гран-при. Завод Однера, этнический швед. Ну, что там в Швеции делать? Он завод в Петербурге построил. И очень в конторах активно использовался в банках. Мы в свое время
Когда я служил в Министерстве культуры, то задачились идеей, чтобы во всех музыкальных школах, самых отдаленных, районных, небольших городов были отечественные рояли, отечественные пианино. И выяснилось, что нет у нас отечественных роялей и нет отечественных пианино. Ну, то есть микропартии. Закупать можно только иностранное. Ну, Steinway, пожалуйста, если деньги есть. Разрабатывали разные принципы вместе с Минпромторгом, чтобы закупали только отечественные. И тут же стали их собирать. У нас же бизнес быстро ориентируется, если правильные правила. Из китайских комплектующих, да, будете смеяться. Я, честно говоря, не знаю, как дело обстоит сейчас. Прошло уже довольно много лет. Может быть, там какое-то прошло замещение, а может быть, нет. Но в дореволюционные годы со страшными иностранными названиями Беккер, Шредер, братья Дирекс, Циммерман и Эберг. Это были лучшие в мире отечественные рояли, которые, наоборот, экспортировались за рубеж. И они тоже получили призы на Парижской выставке. Ну, от рояля это, вы скажете, баловство, но то, что производство двигателей, производство электротехники отечественной, это тоже все было наше. Телефоны Ericsson производились в Петербурге. Ну, принцип выставки был такой. Компания показывает продукцию, произведенную на месте. Поэтому, если телефон Ericsson производится в Петербурге, если Siemens производит что-то в Петербурге, то это уже российское предприятие, а не германское. К вопросу о том, надо ли бояться западного капитала. Что плохого в западном капитале, если он не продает нам товар, сделанный у себя, и забирает все деньги, а производит этот товар здесь, из нашего сырья, нашими рабочими руками, и дает нам западные технологии, которые мы тут же начинаем улучшать и модернизировать, как мы модернизировали швейцарский двигатель Мале, сделав лучший в мире локомотив. Что в этом плохого? Проблема не в наличии западного капитала. Если прибыль вывозится, и капиталист на эти деньги приобретает яхты по 500 миллионов долларов, крейсера, футбольные клубы в Англии, баскетбольные в Америке, тогда чем этот отечественный капиталист лучше иностранного? Хуже гораздо. Вопрос в том, на что вы тратите деньги. Если братья Нобель деньги не вывозили, а инвестировали в нашу промышленность и здесь строили рабочие городки, новые заводы, новые верфи, новые предприятия. Капитал не имеет национальности, как говорил Карл Маркс, а он был не глупый человек. Так что надо бояться не иностранного капитала, а смотреть на то, осуществляется ли вывоз прибыли, на что тратится прибыль. Вот самое главное. На этом в России смотрели, в Российской империи создавали условия, чтобы капитал реинвестировался обратно в Российскую империю. Электрификация. Ну, это вообще любимая тема. В СССР особым пафосом она всегда сопровождалась, что лампочка Ильича, план ГЛРО. Звучит, конечно, красиво, только план ГЛРО был разработан до революции царскими инженерами. И вообще первая электростанция была построена при Александре II еще в Петербурге. Но вот за 20 век огромный рывок совершила электротехническая промышленность в России, фактически от мастерских до крупных предприятий. Важно здесь то, что 70% электрооборудования производилось в Российской империи. 3/4 турбин для электростанций производились в России. Уже были электрифицированы не только крупные города. В Московской губернии десятки деревень освещались электричеством. Есть жуткая цифра, это официальная статистика советская. В 1926 году производство электроэнергии в Советской России сравнялось с производством электроэнергии в 1916. Представляете, какой провал? 10 лет. И потом только началась настоящая электрификация. 10 лет все рухнуло. И только к 1926 году неимоверными усилиями мы вышли на уровень 2016 года. Оборудование для гидроэлектростанций производили Рижский электротехнический завод, Курганский электротехнический завод, ну, Москва, само собой. Кстати, в Москве до сих пор действует электростанция, построенная при царе. Первая государственная московская электростанция. Псковский в Опочке производил оборудование для гидроэлектростанций. Причем это все без всяких федеральных инвестиций. Это же бизнес. Соответственно, городские думы заказывали строительство электростанции городской, у которой покупало электричество местные предприниматели, домовладельцы, рестораны, театры. Представьте себе, если бы все это не разрушить, а соединить еще с советским напором 30-х, какой был бы результат?
Речное пароходство. Знаете, по автомобилям мы, конечно, немножко поиронизировали по поводу массовости. Хорошие, но мало. Так все иностранное. А речное пароходство у нас было самое большое в мире. И по количеству пароходов, и по тоннажу, и по масштабам перевозок. Короче, второй транспорт был у нас после железных дорог. По численности судов мы уступали только Соединенным Штатам, а, например, Францию превосходили в 10 раз, Германию в несколько раз, Германскую империю. Двигатель внутреннего сгорания для пароходов, то есть пароходы на мазуте, а не на угле, тоже появляются в России. Русский дизель. Вообще первый теплоход, как считается, тоже появился у нас на реке в России в 1903 году. Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретает двигатель. Мы покупаем патент, дорабатываем, и братья Нобель начинают производить на заводах в Петербурге дизельные двигатели. Причем эти двигатели работают уже не на керосине. Об этом написано во всех источниках. Я, честно говоря, не очень представляю технически, как инженеры, пусть меня поправят, в чем была инновация. Двигатели Нобелей работали на сырой нефти сразу. Не знаю как. Работали как-то. Понятно, что пароходы и теплоходы, экономической цепочки, трубопроводы появляются для нефти. Шухов тоже разрабатывает и трубопроводы, по идее, Менделеева, и появляются невиданные прежде нефтяные резервуары, то есть огромные металлические бочки, они сейчас по всему миру в разных вариациях стоят. Плюс танкеры, то есть заливается прямо в трюм. В общем, речное пароходство транспортное и пассажирское на невиданном совершенно уровне. Невиданном, к сожалению, даже сейчас. Потому что в СССР плохо обстояло дело. Мы строили как бы суда на подводных крыльях, строили речные трамвайчики, но вот пассажирский флот не строили. Все те туристические теплоходы, которые у нас ходили, а где их делали-то? ГДР, Чехословакия. Мы даже в Австрии, там великая речная держава, даже в Австрии умудрялись покупать. Ну, вот такое социалистическое разделение труда. Булгария, трагическая, которая утонула на Волге, ЧССР сделано в незапамятные времена. А у нас строили в Сормово роскошные пассажирские теплоходы. Как описывалась рубка первого класса. От пола до потолка окна в пол. Зеркального стекла. Между ними расставлены в симметрии колонки из полированного венгерского ясеня. Все сделано в стиле Людовика XVI. Ну, это у нас любят. Каюты, отделанные инхрустацией красного дерева, имеют удобные ложа, видимо, кровати, гардеробчики всяческие и так далее. Коридоры обшиты анаглитом. Это прессованный английский картон. Очень дорогой. Стены столовой покрыты составом швейцарским, напоминающим шелк. У нас бы сказали, какая-нибудь венецианская штукатурка, наверное, да? Вот пассажирские теплоходы, уровень отделки. Когда Михалков снимался в «Жестоком романсе», там был сормовский царский пароход. Самый быстрый пароход на Волге. Господин капитан, хозяин. Сергей Сергеевич, ласточка к отплытию готова. Добрый день. Сейчас, по-моему, это ресторан на приколе стоит уже. А вот когда он снимал уже «Солнечный удар», швейцарские снимали. Выяснилось, что наших нет. Фильм «Волга-Волга». Помните, да? Америка России подарила пароход. С носа пар, колеса сзади и ужасно тихий ход. Америка России подарила пароход. С носу пар, колеса сзади. И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход. И ужасно тихий ход. Это издевательская песенка, потому что у нас хорошие пароходы. Американцы какой-то дребедень подарили нам. Барахло. Почему железные дороги в Советском Союзе развивались? Почему не смогли ничего сделать с речным пароходством? Ответ очень прост. Дело в том, что пароходы – это частный бизнес. Невозможно в государственном масштабе было это все повторить. У каждого парохода был свой хозяин. Это очень часто небольшие компании, очень часто капитан, владелец своего парохода. И все это необычайное многообразие и давало самый большой в мире по тоннажу и второй по численности речной пароходный флот в мире. Говоря о флоте пассажирском, «Титаник» мы представляем, да, себе? Это, кстати, в 1912 году.
прямо накануне описываемых нами событий. Но океанские лайнеры были у Российской империи. Компания «Доброфлот». Это не от слова «добро». Маркетинг другой здесь. Это от слова «доброволец». Доброфлот – это сокращенно «добровольный флот». Добровольный, потому что изначальная идея была в том, что это резерв для военно-морского флота. Строят лайнеры океанские, они возят туда-сюда туристов. Но в нужный момент флаг Доброфлота меняется на Андреевске. Ну и после нехитрых манипуляций, поскольку часть команды военные моряки в отставке, из трюмов достаются боеприпасы и упакованные орудия, и пассажирские корабли становятся военными или военно-транспортными. Вот такой резерв военно-морского флота. А пока войны нет, можно и повозить туристов. Доброфлот эксплуатировал десятки пароходов. Корабли Доброфлота ходили по маршрутам Одесса-Владивосток, Одесса-Санкт-Петербург вокруг Европы, Одесса-Бейрут. Был даже рейс Либава-Нью-Йорк, трансатлантический, но его закрыли из-за убыточности, потому что не хотят народ ездить в Нью-Йорк. Что там делать-то? Не окупается. Немного датировался из казны Доброфлот, но вложения все эти окупились, потому что когда началась Первая мировая война, то все эти корабли встали под ружье и уже служили как военно-транспортные, госпитальные суда. Ну а если бы, как и планировалось по плану, разработанному еще при адмирале Колчаке, суда Доброфлота использовались бы для перевозки десанта в Константинополь, то эти вложения окупились бы многократно. Про военно-морской флот одно расстройство. В 1910 году была принята десятилетняя программа строительства нового флота. Только одних линейных дредноутов. Вершина технического совершенства той поры 8 штук. Что такое линкор-то, как сегодня, по стоимости и по мощи? Одновременно атомная подводная лодка самая большая, плюс авианосец в совокупности. Что-то построили, что-то не успели построить, что-то погибло. Помните императрица Мария? Кортик, бронзовая птица. Жуткая история со взрывом. Прямо на рейде в 1916 году. Судя по всему, немецкими диверсантами. Часть потеряли мы этих линкоров. Часть ушла с белыми. Погибла, как корабль Александр III. Ушел, в конце концов, на металлолом. Но до Великой Отечественной то, что осталось, у нас служило уже в Советском военно-морском флоте. Все линкоры, которые находились в составе ВМФ СССР, были построены или заложены до революции. Половина крейсеров и треть миноносцев. Тогда вообще много чего было построено и заложено, что мы как бы позабыли. Посчастливилось ли кому-то из вас побывать в Севастополе, в музее Севастопольской батареи, 35-я батарея? Это построено до революции, когда все находится под землей, а сверху только купол. Не в Владивостоке, Брестская крепость. Да. Это все построено тогда. Уже я не буду говорить о том, что от винтовки Мосинки до, считается, одного из лучших орудий Второй мировой войны, 152-миллиметровые гаубицы, тут меня специалисты могут поправить, это все разработки дореволюционные. Был такой фотограф Сергей Прокудин-Горский. Пионер русской цветной фотографии. Технология цветной фотографии появилась очень давно, еще в 1861 году, когда крестьян освободили. Но цветные фотографии были плохого качества. Цвета исчезали со временем. Плюс цветопередача была очень плохая. Цвета путались, наслаивались. А вот Сергей Прокудин-Горский сделал и самые долговечные фотографии, его технология изобретения была, и самые реалистичные цвета. В конце концов, он добился приема у самого Николая II, который, как мы знаем, тоже любил пофотографировать. Он проникся этой идеей, выделил Прокудину-Горскому небольшой пароход, плюс отдельный специальный вагон с фотолабораторией и еще автомобиль Ford. Он пропутешествовал 5 лет по всей империи и все фотографировал. Всю империю объехал. Это совершенно бесценные съемки. Есть такой документальный фильм Леонида Парфенова «Цвет нации» про Прокудина-Горского. Империя предстает в совершенно удивительном восприятии. Если мы перейдем к цветам и к садам, то я вычитал как-то совершенно поразительную вещь, что накануне Первой мировой войны
Градостроительные инженеры империи разрабатывали проекты инновационных городов. Им казалось, что Петербург, Харьков, Юзовка – тяжелые города для жизни. Много камня, автомобили начинают дымить, трубы рабочие, нет зелени, люди болеют. Что надо жить в городах другого плана. И они разработали проект такого нового города, город-сад, как-то это называли. Это город, как писали тогда, концептуально жизни, приближенной к природе, со всеми городскими удобствами. То есть уже с ватерклозетом, паровым отоплением центральным, уборкой мусора и даже фильтрацией воды. С общественными парками, фонтанами, естественно, полным электрическим освещением, но невысокими домами и живущими в максимуме природы. Вот такие города стали проектироваться. Первый город-сад запроектировали, вы не поверите, на Дальнем Востоке, в Амурской области. Он существует и по сей день, но его потом многократно перестроили. И сейчас он ничем не отличается от любого другого стандартного города, разве что старинный. Другой город был запроектирован, это Жуковский под Москвой. Проект остался на бумаге, и сегодняшний Жуковский тоже мало чем отличается от Мытищ, Химок или там любого другого подмосковного промышленного города. Был запроектирован город-сад под Петербургом, но строить его так и не начали. А не было бы войны, может быть, и начали. И вот тут вопрос. Что было бы с Россией, если бы ей дали, как хотел Столыпин, 20 лет покоя? И достаточно ли было этих 20 лет? Или нет? Был ли у нее шанс стать городом-садом? Не знаю. Мы вот сейчас рисовали с вами образ Российской империи исключительно в розовых красках. Наверное, вас кого-то даже задевало. Неужели были только гимназистские румяные, конфеты-бараночки, рябчики в трактирах, ананасы в шампанском, малиновый звон? А почему потом все это плохо закончилось? Что, какие-то появились из ниоткуда комиссары в пыльных шлемах, расстреляли поручиков Голицыных и Болянских, девочку увели в кабинет? Что случилось-то? Откуда все проблемы? Просто какие-то инородцы что-то требовали, да? Гнилая интеллигенция заразилась западными идейками и нетрадиционными ценностями, конституциями, правами человека. Почему? Означает ли это, что у города-сада не было никаких шансов? Какие из этого сделать выводы надо? Вот об этом и о многом другом, о развитии отдельных отраслей экономики, о том, как жили рабочие, какие были цены, какая была система здравоохранения, система образования, какие были умонастроения и какая была оборотная страна. Прекрасная Россия прошлого. Об этом мы и поговорим в следующий раз. Спасибо вам огромное за внимание и спасибо вам за любовь к русской истории.